Мы живем во времена, когда откровенный мусор при грамотном маркетинге без проблем располагается в топах продаж. А также бывает халтура, сделанная на коленке и каким-то чудом прошедшая Greenlight. Все это усложняет мою задачу поиска лучших новинок. Представьте себе, что каждый месяц из 1000 я выбираю 20 штук. 10 идут в топ и 10 коротким упоминанием. И среди этих 1000, увы, 90% откровенного издевательства над индустрией. И поэтому я хочу иногда рассказывать про проекты, которые не получили громкого упоминания в СМИ и со временем могут просто потеряться в поиске, так и не получив признания. Свой первый пробный обзор я решил сделать по недавно вышедшей игре Reflection of Mine, которую в течение 2 лет разрабатывал один человек. Информации будет много, садитесь поудобнее, и мы начинаем. Немногие игроки, в том числе и российские, были знакомы с данной игрой в 90-х, но именно с ней многие попытаются сравнить героя сегодняшнего обзора. Непривычная механика в виде одновременного управления 2 персонажами. Когда вы идете направо, он идет влево. Вы идете вверх или вниз, он повторяет за вами. Я, быть может, даже согласился бы с людьми, проводящими параллель между этими проектами, если бы не один факт. Все уже и так было в Симпсонах. Использование придуманной ранее механики не превращает Super Meat Boy в Super Mario, и уж тем более Braid, например, Принц Персии. Reflection of Mine, он же ROM, грамотно сочетает в себе механику управления 2 персонажами одновременно и вносит хардкорные элементы, из-за сложности которых у начинающих геймеров точно опухнет мозг. Так что же такого я нашел в данном творении? Давайте разберемся. Вначале все как и у многих игр. Нам продемонстрировали персонажа, дали понять, что в игре есть сюжет, и намекнули, что разработчик явно вдохновлялся Дэниелом Кизом, а именно книгой «Множественные умы» Билли Миллигана. После начинается процесс подготовки. Игрока буквально водят за ручку, пока он привыкает к геймплейным фишкам игры. А после понемногу начинаешь осознавать. Тебя подготовили к бесконечным страданиям. А разрабатывал игру сам сатана. Первая смерть, 2-я, 3-я. В итоге ты перестаешь считать количество смертей, а счетчик шагов уже давно перевалил допустимый предел. Но ты все-таки проходишь этот чертов уровень и радуешься как сумасшедший. И как только ты привыкнешь к этим ловушкам, тебе вываливают новую механику. Здесь ты активируешь ловушки, тут открываешь замки, здесь рушишь колонны, жрешь таблетки, даже дадут поуправлять сразу 3 персонажами одновременно. В общем, каждые 5-6 уровней вас будет ждать что-то новое, скучать уж точно не придется. И тут ты думаешь, осталось только сделать прохождение на время, чтобы я вообще сошел с ума. Если честно, я уверен, что многие игроки не раз скажут: «Да вы издеваетесь, что ли, блин?» К счастью, все страдания обладают, как я его называю, эффектом мидбоя. Когда каждая смерть просто выводит из себя, но в то же время ты жаждешь добить этот уровень, чтобы доказать себе или кому-то еще, что ты не слабак. Особенно эйфория наступает, когда ты прошел уровень на 5, а то и на 10 шагов меньше, установленных разработчиком. Нарочно он так сделал или нет, история умалчивает. Ну а в конце каждой главы вас будет ждать босс и секретный уровень, для разблокирования которого вам придется вернуться к уже знакомым локациям, только с другим заданием. Весь процесс хоть и с небольшими огрехами, но все же грамотно сбалансирован, и на все прохождение уйдет от 8 до 30 часов, в зависимости от желаемой концовки. А если вам и этого будет мало, то можете попробовать пройти все уровни на идеальное количество шагов или испытать кошмар наяву в сложности невроз, где не будет никаких подсказок и помощи, и вам не позволят сделать лишние шаги. Теперь переходим к самому интересному, достаем скелеты из шкафа и рассмотрим плюсы и минусы. Начну, пожалуй, с положительных сторон. В первую очередь для себя я выделяю неповторимый игровой опыт, полученный за весь процесс прохождения, который, кстати, забрал у меня около 35 часов моей жизни. Ни капли не жалею и прекрасно себя чувствую. Следующим на очереди стоит просто изумительный саундтрек, написанный Expecto More, который прекрасно дополняет атмосферу происходящему.
Гарантирую, что даже если вдруг кому-то проект не приглянется в силу, например, жанровых предпочтений или чего-то другого, то саундтрек точно найдет себе место в плейлисте. Не стоит забывать и разнообразие геймплея. Лично я в конце каждого уровня мысленно говорил: ну, товарищ разработчик, уж дальше-то ты точно сдуешься. Я никогда так не ошибался. Как известно, человек любит предугадывать события, ведь в этот момент срабатывает поощрительная система в мозге и выделяется гормон радости. Не знаю, как будет именно с вами, но лично меня разработчик удивил многократно. Чего только стоили 2 последних уровня, которые я вам нарочно не покажу, дабы не отобрать у вас вау-эффекты при прохождении. Еще одной сильной стороной проекта является наличие сюжета. Да, первые 2 уровня ты не особо понимаешь, что вообще происходит и к чему это приведет. Но собрав все ключи и пройдя секретные уровни, ты начинаешь вникать и впитывать диалоги как губка. И в какой-то мере тебе действительно становится интересно не только решить головоломку, но и увидеть сюжетные концовки, которые для тебя подготовил автор. Скажу сразу, концовка не заставит вас упасть со стула в стиле Финчера, не заставит плакать, как это делает Кангао. Но почувствовать полную завершенность и осознать, что это самый логичный исход событий, вы сможете легко. Не так важен финал, как пути, ведущие к нему. За личностями, каждый из которых имеет причину своего появления, было крайне интересно наблюдать. Но еще сложнее было попрощаться с ними, когда на экране вдруг поползли титры. Это именно та игра, которую ты долго проходишь, до того долго, что иногда на эмоциях говоришь: да когда же уже это закончится? И только дойдя до конца, ты осознаешь, что не хочешь с ней расставаться, но завершить именно сейчас — это лучшее, что можно было сделать, иначе бы она просто приелась. Разумеется, включать в плюсы ачивки, карточки и приемлемую цену я не буду, и плавно перейду на рассмотрение минусов, а они здесь есть. Самым серьезным упущением данной игры, на мой взгляд, стало отсутствие рекордных таблиц. Я не особо гоняюсь за ачивками и рейтингом, но уверен, что когда в конце уровня ты увидишь, на сколько шагов, за какое время и за сколько попыток был пройден данный уровень другими игроками, это станет дополнительным стимулом перепройти уровень, чтобы в результате твое прохождение оказалось самым успешным. Но опять же, это дело вкуса, и я просто считаю, что прикрутить такую возможность было вполне реально. Следующим минусом для кого-то может оказаться 3-й и 4-й мир. Тут двоякая ситуация, и связана она со сложностью. Да, прохождение головолома как бы подразумевает, что сложность будет расти, но для некоторых 3-й мир может показаться сложным настолько, что они просто выключат игру и не вернутся в нее, хотя механика головолома крайне интересная. Но, как мне кажется, уже на 2-м уровне станет понятно. Игра для людей с крепкими нервами, и большинство все-таки будет способно выдержать данное испытание. Но 4-й мир внезапно стал по сложности примерно на уровне 2-го мира. Лично меня такой расклад устроил, ведь захватывающая новая механика последнего уровня способна заставить забыть о страданиях в 3-м мире и предложит с удовольствием вкусить заботливо припасенный разработчиком десерт. Но это может не понравиться хардкорщикам. И последнее маленькое пожелание. В игре нет редактора уровней. Несмотря на очень значительное время прохождения, проходить игру 2-й раз после выбитой последней ачивки захотят единицы. Честно, я бы лично даже доплатил, лишь бы он существовал. Потому что я действительно хочу, чтобы были новые уровни без сюжета, просто головоломки, созданные не разработчиком, а игроками. Ведь у каждого в голове после прохождения может возникнуть идея для новой механики, и данный момент может сделать игру просто бессмертной. Рассматривать баги и ошибки считаю странным занятием и приравниваю к фразе на защите диплома. Конечно же, есть опечатки. Игра пройдена лично мной, и у меня в процессе прохождения серьезных нареканий не возникло. На этом, я думаю, стоит прекратить рассмотрение, ибо все свои впечатления я уже передал. На вопрос, кому может понравиться данная игра, отвечу, что с высокой вероятностью игру смогут оценить фанаты игры The Witness, а также любители хардкорных игр. Теперь осталось только резюмировать. Данный проект, несмотря на простенькие спрайты и небогатую анимацию, способен затянуть на долгое время и остаться в памяти многих игроков. И вспоминая сказанное ранее и учитывая хардкорность проекта, подытожу. Если Super Meat Boy считают Марио подрастающего поколения, то Reflection of Mine — это Binary Land наших дней. Играйте в хорошие, а не просто известные игры. До новых независимых встреч. Пока.